Привет, с вами Патракова Ольга, и я хочу рассказать в этом видео, как вообще считается стоимость, себестоимость торта. Что вообще мы считаем в этой замечательной таблице, ну и вообще вручную, если даже вы считаете. Первое, что мы считаем с вами, это продукты, которые ушли на торт. Чтобы хорошо себе представить, что это первый лист у нас с вами, да, чтобы хорошо себе представить, что там. Представьте клиента, уходящего с вашим заказом. Смотрите на него такие и понимаете, что он унес, что унес клиент. Он унес с вами, ну там продукты, понятно, декор какой-то, мастика, коробка, веревочка, визиточка. Вот все, что у него в руках, то это все на первом листе у нас. Это все считать достаточно просто вносите циферки, да, я показываю в инструкциях, как, куда, чего вносить, это все очень очевидно, это практически все считают. Дальше, помимо этого, вы же знаете, что что-то у нас еще потратилось всегда, помимо того, что унес клиент, потратилось на приготовление, ну, вода, газ, свет, это понятно, транспортные расходы потратились, бензин, стали больше же жечь, да, или там доставку, например, заказываете, бумага для выпечки, точно. Там вот я, например, брызгаю маслом на противень. Вот это масло, оно тоже тратится. Мешки кондитерские, красители, например, да. То есть что-то такое неочевидное. Пример вы тоже видите, который я написала. У вас это вторая страница. Как мы это считаем? Мы считаем все, что потратили за месяц, и делим на примерное количество заказов. Вот, да, на вторую страницу вы вносите все, что вы потратили за этот месяц. Ну, получается, за предыдущий. Или за этот вы сейчас тратите. Или вы знаете, что вы потратите. Хотя бы примерно. Да, цифры примерно. Особенно, если вы вперед считаете, у вас нет заказов еще. Вы такие, ёпарасоте, Оля, какие заказы? Ну вот, значит, примерно считаете. Если мало заказов, на 4, на 5 вы делите. Ну, то есть один в неделю. Может быть, 2 в неделю, тогда на 10. Если так более-менее заказов, ну, примерная какая-то цифра, да, то может быть 20, например, заказов. То есть какая-то цифра примерно есть. Ну вот, еще раз, на вторую страницу мы вносим с вами все наши расходы дополнительные за месяц. Мы вносим именно то, что потратилось. То есть если мы купили миксер, он же не потратился, он же у нас стоит. Да, мы его туда не вносим. Вот. Только то, что потратилось. Если мы купили насадки, и они не потратились, мы их туда не вносим. То есть расходники. В любом случае расходники. Дальше. Переходим на третью страницу. На третьей странице мы вносим как раз количество заказов. Ну, примерно сколько в месяц заказов. 1, 2, 5, 10, 100. 100, 200, ну и 100 не предел, но 200 тоже нам помощников вы нанимаете, это тоже не предел в принципе. То есть это реально. То есть реально вообще на тортах реально зарабатывать. И 500 тысяч, и миллион реально зарабатывать. 1 200 000, 1 300 000 я зарабатывала на тортах. Это все легко в принципе. Вот. Соответственно, количество заказов раз. И также на этой странице, мы с вами на третьей странице, должны посчитать, сколько времени мы конкретно потратили человека час. Понятно? Вот, то есть как бы наша зарплата, насколько мы вот как производитель, сколько мы вообще потратили, как это считается. Я вам расскажу, это мы берем среднюю зарплату кондитера по городу, ну то есть по палате, вот, да, и делим на количество часов. Ну, я внесла формулу, вам не надо ничего делить, вам надо внести просто сумму, сколько у вас в среднем зарабатывает кондитер в городе. Вот, да, это как бы ваша зарплата, сколько вы реально заработали денег, сколько вы заработали как производитель, как кондитер, сколько вы заработали. И тут важен момент такой еще. Помните, что это ваш бизнес. Вы вообще-то бизнес уже начали, все, у вас уже бизнес. Вот, да? И в бизнесе мы выполняем несколько разных функций. И одна из функций бизнеса – это владелец, основатель, учредитель. Да? То есть тот человек, который просто все придумал, оно все работает, он же тоже деньги получает. И вы в своем бизнесе тоже должны откладывать маленькую сумму, да, на то, что вы вообще придумали. Да? То есть какая-то еще помимо вот вашей зарплаты должно еще чуть-чуть оставаться. То есть я это называю прибыль. Да? То есть если зарплату вы тратите на то, чтобы, ну не знаю, заплатить за квартиру, купить, покушать, да, то прибыль вам нужна для того, чтобы у вас был как бы фонд, какая-то небольшая сумма на развитие. То есть если у вас нет прибыли, у вас нет развития, вы все свои деньги, всю свою зарплату, по сути, проедаете.
Вот, да, и тогда смысл заниматься, можно и на работу сходить так же к кому-то. Единственное, что дома может быть удобнее, да. Вот, то есть в данном случае вы как владелец, вы должны еще иметь прибыль, вот, чтобы вам возможно было дальше развиваться. Это на прибыль мы ходим на курсы, это прибыль мы там переезжаем помещение первое снимаем, это на прибыль мы делаем ремонт в этом помещении, это на прибыль мы там заказываем сертификацию, например, производства, там нанимаем первых людей, нам же с счета платить им надо сразу. Это на прибыль мы улучшаем оборудование, это вот эта сумма. Это не в едешь мы себе отказываем, правильно, да? То есть это делаем с прибыли. Вот, да, прибыль ориентировочная, там, ну, 30-40, 20%, 15% это совсем плохо. Вот, да, и вносите эту сумму, желаемую цифру, сколько процентов прибыли. И на третьей странице вы увидите, сколько же должен стоить ваш торт. И тут я хочу сказать следующее. Не всех эта цифра устраивает. Некоторые реальные капуши, которые медленно все делают, которые делают один торт 4, 5, 6, 10 дней. И все было бы хорошо. Но ваш торт при таком раскладе должен бы стоить бы тогда, там, сколько-то там, десятки тысяч рублей, чтобы вы вообще жить на это могли. И мне тогда задают вопрос, типа, Оль, да кто ж мне заплатит такие деньги? Я говорю, никто в жизни не заплатит тебе такие деньги. Тебе заплатят, соответственно, столько, сколько вообще заплатят за торт в вашем регионе. В Москве это побольше, в Питере поменьше, в остальных городах тоже поменьше. Ну вот, да, тебе заплатят, сколько заплатят. Но ты теперь знаешь, что ты вообще-то за это время должна была заработать вот столько-то, если бы ты не ковырялась с одним тортом, понимаете? А ковырялась бы с совсем другим количеством тортов. Ты должна была заработать десятку, но так как ты один торт только успела за это время сделать, ты заработала, предположим, там, не знаю, 1000 рублей. Вот, да, ну там за торт получила 2-5. Ну вот, вот в чем дело, да. То есть вы теперь зато узнаете, какие ваши слабые стороны. То есть что вам надо подтянуть. Ваша цена конкурентоспособная или не конкурентоспособная. Да, и вы уже с этим можете что-то делать. Если ваша цена получилась та, которую вы продаете, у вас все хорошо. Если ваша цена получилась меньше, а вы можете продавать больше, дороже, отлично, потому что у вас прибыль получается больше. Да, если ваша цена получилась больше, а продавать вы можете намного меньше, и у вас продается намного дешевле, чем получилось, это все плохо, это ваш бизнес катится в минус, в жесткий, огромный минус катится. И тут как бы закономерность достаточно простая. Как только мы не получаем денежной мотивации, как только мы не получаем вознаграждение за свои услуги, как только мы не получаем, там, не знаю, каких-то подарков в жизни, в конце концов, от себя любимой за свою работу, да, в этом случае наша мотивация работать падает. Вот, и этот бизнес, к сожалению, обречен на провал. Если вы зарабатываете, берете за торт столько, сколько вы только себестоимость, например, вы работаете в минус, да, то есть, по сути, это хобби. Себестоимость плюс накладные расходы, то, что еще потратилось. По сути, вы работаете в ноль, и это тоже хобби, то есть вы вообще ничего не зарабатываете, работа, ну, то есть это подарок, да? Хобби тоже может быть хобби, ничего страшного. Если вы работаете и зарабатываете себе на зарплату, на покушать, да, то у вас все хорошо, но у вас со временем пойдет мотивация. Вы очень много работаете, все тратите, и как бы алло, а где бабло? И ничего не остается, понимаете, да? Вот. И только когда у вас появляется четвертый пункт прибыль, как только вы научились быстро, качественно, хорошо делать торты, когда у вас все хорошо с заказами, когда у вас все хорошо с количеством людей, вот только тогда этот бизнес будет развиваться. Вот. И по этому поводу мне, кстати, тоже часто говорят, что типа у меня нет столько заказов. Ну и это другой момент вообще. То есть наш бизнес вообще в целом строится, ну, такая путь у него, да. И первое, что должны вы сделать, это вы должны, получается, ну давайте я расскажу в 2 словах. Вообще, как строится бизнес, да. Бизнес строится таким образом. Поток клиентов сначала должен прийти, ну, трафик это называют. Потом, грубо говоря, вывеска магазина и потом оказание услуги. Понятно, да? Вот, да. То есть мы с вами сейчас проходим третий пункт – оказание услуги. Вот. Но если нет первых двух, если вы не умеете настраивать поток клиентов к вам, делать рекламу, писать продающие посты, вести соцсети, не знаю, ходить в гости с тортиками, ну это просто меньше народу вы охватите, но это тоже привлечение клиентов, да.
там использовать на полную сарафанное радио, его тоже можно использовать, оно тоже работает, но просто тоже медленнее работает. Вот, да, какие-то платные, бесплатные продукты. Если у вас плохо выглядит страничка, ваши торты плохо сфотографированы, вам непонятно, в каком городе вы работаете, я с этим сталкиваюсь тоже постоянно, смотришь на Инстаграм, думаешь, боже мой, город какой, почем вообще все это? Ты вообще на заказ делаешь или как? Ну, то есть непонятно, да? То человек не дойдет до торта. Он не узнает, какой вы офигенный кондитер. Он не узнает, какой вы суперский кондитер. Как у вас все хорошо. Как вообще вы, какой вы замечательный человек. И как у вас все красиво и хорошо. И это ответ на вопрос, кстати, почему этой заразы Зинки, у нее, блин, торты кривые, а зато народу столько. Она справилась с первым и со вторым. Она плохо делает третье. Но на первое и второе делает хорошо, понимаете? Она хреновые торты делает, но она не переживает. У нее всегда поток клиентов, у нее все падают на ее, там, не знаю, что она там делает хорошо. Она что-то делает хорошо. Вот, да, и, соответственно, там уже по барабану какие торты. Да, да, вы хорошо делаете торты, но два первых до вас люди не доходят просто. Вот. Это мы решаем совсем на других курсах, ну, то есть, если что, пишите мне, звоните, это тоже решаемо, это все достаточно просто это другие задачи, да, это другая вещь, да, и как бы вы хорошо не делали торт, если у вас нет потока клиентов, вы плохо выглядите в соцсетях, например, да, то есть, то все равно, как вы делаете торт, честно говоря, никто этого не увидит. Все деньги, которые вы тратите, да, на курсы, на там какие-то шикарность свою, да, это все впустую, пока у вас не налажен процесс. Ну все, на этой замечательной, довольной ноте, позитивной, да. Вот, я с вами прощаюсь, пишите, звоните. Наш этот самый Инстаграм Audrey School.